Все мы привыкли к тому, что лимузин – это роскошь. Люди платят огромные деньги, чтобы взять его в аренду на несколько часов на свадьбу, день рождения или какой-то другой праздник. Но что если взять сумму аренды нескольких дней и попытаться сделать свой собственный лимузин? Да, он будет не так хорош, как арендованный, но тем не менее ты сможешь ездить на нем хоть каждый день. Эта идея давно посетила мою голову, и сегодня я решил наконец-то ее реализовать. Ну а поможет мне, точнее даже не поможет, а можно сказать, возьмет на себя бразды правления в создании нашего лимузина. Егорка встрял. Егор, да, вы знаете его по предыдущим выпускам, я уверен в этом, вы помните этого парня. Мне кажется, что у нас все получится, потому что мы снимаем это на видео. Если бы мы снимали не на видео, то мы бы могли при каких-то запарах стухнуть, но сейчас у нас шансов нет. A perfect line on the devil's bed until you die. Нужен метод бешеного механика. Будь осторожен, это бензин как-никак. Он всегда работает. После этого можем идти работать на разборке. Я работал, ничего хорошего в этом. Ты работал? Это был просто такой отрыв, бегаешь с болгаркой, все поджигаешь, что-то ломаешь, бьешь стекла. Ну да, это веселая работа. Опасно прикасаться сейчас, потому что она может рухнуть прямо на нас. В том-то и дело, что она очень прочно стоит. То есть ее можно даже шатать, ремонтировать, не знаю, менять коробку. Ты едешь на трассе, у тебя там сломалось что-нибудь с карданом или с коробкой, ты решил сцепление поменять неожиданно. Да. Ты находишь 6-8 человек, которые готовы перевернуть твою тачку. И просто спокойно в полевых условиях ремонтируешься. А найти 6 человек, которые готовы перевернуть «Жигули», можно, мне кажется, в любой момент, даже ночью, на любой трассе. Я думаю, что это АвтоВАЗ задумал специально такую конструкцию. Поэтому у него такой дизайн. Друзья, вы только посмотрите на этот тормозной шланг. По-моему, мы доехали до Питера просто на честном слове. Мы ехали 150 на этой машине, и у нас вот такой вот тормозной шланг. Да он уже вот, он практически оторван полностью. Я не понимаю вообще, как мы выжили в этой поездке. Погода начинает портиться. Мне кажется, сами небеса против того, что мы делаем. Начинает идти дождь. Это будет максимально эпично, когда идет дождь. Пилить тачку болгаркой пополам. Ты на глаз намеряешь? Ну, я там заприметил 2 дырочки, и я по ним как бы смотрю. А, то есть у нас все-таки есть какой-то инженерный расчет. Конечно, смотри, какая линия получилась. Находиться по эту сторону все равно опасно, мне кажется. Так, тормозные трубки уже пошли, все, готово. Впереди лонжерон. Итак, ну да, правда, до лонжерона не достает, дальше проходит наверх. И там нас встречает порог. Ох, машина дымится, посмотрите на это. Тут уже просто толпа скапливается посмотреть на весь этот процесс. Люди делают перерывы ради этого. Когда еще такое увидишь? Так, обратного пути. Слушай, ну, она вроде как даже уцелела. Смотри, дождь пошел еще сильнее. Да что ты будешь делать? Возьмем стратегический перерыв. Надеюсь, дождь закончится, и мы вернемся после обеда и продолжим распил. Сегодня мы должны дожарить эту малышку. Прямо сейчас на сайте AliExpress идет большая распродажа. Всемирный день шопинга или 11.11. Сегодня миллионы людей совершают покупки по выгодным ценам. Вы можете перейти по ссылке в описании и попасть на страницу распродажи самого крупного китайского магазина AliExpress. Она проходит всего 1 день, так что успейте перейти и закупиться. Кстати, чтобы цена стала еще ниже, вы можете воспользоваться сервисом кэшбэка EPN, который позволит вам сэкономить еще от 7 до 18%. Ссылка в описании. Такое ощущение, что ты уже делал это раньше. Ты так уверенно намечаешь тачку. Так. Линейка идеал. Вот и настал тот момент, которого мы ждали весь день.
Мы наконец-то разметили машину, наконец-то отделили от нее все лишнее, и теперь пришел тот миг, когда мы начинаем ее распиливать. Тот самый миг, когда наш, можно сказать, Blue Jack превратится в червя. Дабл Blue Jack. По-моему, она сейчас реально развалится, она сейчас съест кого-то. Только посмотри на это. Не получается. Там еще что-то держит, смотри, здесь да, а там еще нет. Блин, О, гнилая оказалась. Пороги из пены. о, вот ее прям разломал. Это выглядит просто сногсшибательно. Ну и к чему мы тут будем привариваться? Посмотри Слушай, на это. что-то, по-моему, нас обманули. Закончили распил нашего автомобиля на две части. Теперь нам нужно все это дело превратить в лимузин. Естественно, нам для этого сейчас не хватает запчастей. Сейчас мы отправимся на разборки на улицу Фучика, найдем все недостающие детали для того, чтобы удлинить нашу конструкцию, и начнем это все дело собирать. Once on top, you're bound to fall. Hit the ground like autumn leaves. And I remember I started it all. And now I'm left with nothing but the memories when you came crawling back and I took you back. Told you one thing. Dragged out kicking and screaming, tied to the bottom of the sea. Don't care what you believe in. Just remember one thing. You work for me. Don't forget, you work for me. Я думал, то, что мы купим крышу, купим пол, но оказалось, то, что это реально будет неудобная конструкция. Сейчас, кстати, нас ждет серьезный маневр. Нам надо перейти дорогу, переехать, все притормаживают. Смотри, мы как раз попали в окно, как раз попали в паузу, перебегаем дорогу. Лимузин готов. О, это выглядит просто шикарно. Она уже смотрится потрясающе. Эти две тачки созданы друг для друга. Сегодня задача минимум, чтобы тачка стояла на своих колесах, а не на вот этих подложенных снизу. На глаз просто, да. Ты нашел, кому на глаз сказать, отмеряй. Я просто линию ровную провести не могу. Отмерь лучше сам. Если я отмерю, все получится не так, как ты планируешь. Я тебе гарантирую это. Dark side of the young pros, they blow and come back tenfold. Я всем весом вешу. Лех, нам нужна твоя помощь. О, вот это уверенно сразу зашло. Что самое интересное, она теперь двух цветов. Что делать по ПТС? Переоформлять-то будем? В зеленый или в синий? В какой? А номер кузова где смотреть? Здесь или на этой стойке? We don't need ropes to climb the walls you build. Ты помнишь, что там трубки бензина? Да. И как ты к этому относишься? Я поэтому здесь и живу. Man up. Идеальная линия, идеальная. Я говорю, точно зашкаливает. А ты честно раньше это делал? Конечно, я сделал очень много лимузинов.
А ты точно продюсер? When you make a mistake, the scarecrow breaks off its stake. We don't need ropes to climb the При ровном пороге крыша выше, чем с этой стороны. Мне кажется, мы что-то не так рассчитали. man is stronger than it was before. Man up. И все такие стоят и молча смотрят на эту ситуацию. И все не знают, как же сделать так, чтобы наши зазоры совпали. То есть изначально у нас был отличный план по реализации. То есть смотрите на рисунки, которые мы составили. Все очень четко, тут нет никаких проблем. Мы просто берем от одной тачки так, от другой так, оно все сходится. Но по итогу наша ситуация выходит из-под контроля. Put your hand down, boy. Welcome to my zoo. Put your head inside my big black wild wine. I can still help you. Мерили, отрезали, пилили и поняли, что добиться идеального совпадения всех углов автомобиля просто невозможно. И поэтому мы приняли следующее решение. Мы начинаем вариться сначала по низу, привариваем вот этот порог настолько, насколько мы это можем сделать хорошо. После этого выставляем тот порог, привариваем его, и после этого занимаемся крышей. Ну а дальше будем решать проблемы по мере их поступления. Мне кажется, то, что при помощи такого способа мы быстрее дойдем к какому-то успеху, чем если просто мы будем ходить вокруг машины и думать, что же с ней делать. And all I ever want is just a little ball. I said in person to the ball. And all I ever want is breaking me apart. I said the thing that I once was. Мы приварились по порогам по низу. Конструкция получилась достаточно ровной, но... Эй, ты сломал все снова. Но крыша не садится, потому что все-таки у переда крыша вот так, у зада крыша вот так, соответственно, они никак не стыкуются. Плюс Егор тут немного резанул усилитель на крыше, что с этой, что с той стороны. Соответственно, они теперь вообще никак не стыкуются, и я просто не предполагаю, как мы соберем наш лимузин. Вот. Идеально. Смотри. Все. Можно приваривать. Ну ничего, что она, вот смотри, вот я веду, и она тут, короче, вниз, потом вверх. Смотри, я веду рукой. Смотри, ровно. I'm a twisted fool. My hands are twisted too. 5 fingers, 2 black holes. I'm a man, don't spin me a lie. Got toes and I can't smile. I'm crooked but alright. Наварили по центру, на крыше с двух сторон и оба порога, так что сейчас будет видно, выдержит эта машина или нет. Слушай, по-моему, она, кстати, держится. Смотри, она крепкая. Да ладно, у нас есть лимузин. Понятное дело, что пока что это вообще странная конструкция, но тем не менее у нас все сошлось, у нас все достаточно ровно, и по идее, когда мы это все уже проработаем, это сможет ездить. Это наш первый выезд. О-хо-хо-хо-хо, она ездит, она держится на своих просто 4 колесах. Так, стоп, аккуратненько. Прямо. Так. Обалдеть, эта тачка работает. Стоп, тормози. Охренеть, она держится. Я дико доволен результатом. За один день. Смотрите, я сел, я за рулем своего собственного лимузина впервые в жизни. Ты сейчас сломаешь, она развалится. Не, вообще полом стоит, представляешь? Крутяк. Мы сделали конкретно крутую конструкцию. Слушай, ну что, получилось? Дай Да, 5? просто дай 5. Охренеть. Я, честно говоря, несколько часов назад, когда нас уже начали выгонять из боксов, потому что все Когда закрываются. были 2 половины, Да, она да. заломанная. Как-то какое-то вот чувствовалось. Я вот, да, вот почувствовал Да. то, что у нас не получится, но мы приняли жесткое решение просто начинать сваривать по точкам, и все. И все подгонять, а получилось. сваривать, да. Ты понимаешь, что
Ты понимаешь, что она довольно-таки ровно вышла? По этой стороне все нормально, Да. по этой стороне, то есть, ну не скажешь, что криво, и она выглядит реально уверенно. Возможно, в следующей серии она уже поедет. По крайней мере, я на это надеюсь. А дальше мы будем работать над стилем. Если вы хотите увидеть, чем продолжится наш сериал про лимузин, то подписывайтесь на канал. Ну а на этом все. С вами были Илья Стрекаловский и Егор. Как тебя? Беспечное телевидение. У тебя есть свой канал? Да. У него есть свой канал, друзья. Я уверен, что там что-то неадекватное. Я размещу ссылку в описании, чтобы все Заглядывайте, это ребята, увидели. да. Да, все, до новых встреч, друзья.